Всем привет, меня зовут Алексей Шихатов, и в этом видео я коротко расскажу вам о своем проекте реформы полиции России. Этот проект был частью моей дипломной работы, которая называлась «Полиция как институт насилия над личностью». Писал я ее с 2014 по 2015 год, и в 2015 году я эту работу защитил. Основной гипотезой моей дипломной работы была гипотеза о том, что в России нет полиции как правоохранительного органа. И эту гипотезу я успешно доказал. Итак, что я тогда предлагал? С вашего разрешения я буду читать, потому что защищался я не вчера и даже не позавчера, а уже несколько лет назад. И по понятным причинам буду вам зачитывать текст. Первое, что я тогда предлагал, это сократить численность сотрудников полиции в России до 280, примерно как в Германии, на 100 тысяч населения, вместо имеющихся 560 на 100 тысяч населения, так и при имеющемся крайне низком уровне доверия населения к правоохранительным органам. Такое огромное количество полицейских в стране уже само по себе является некой формой насилия над народом России. Тут надо оговориться, что сейчас эти цифры, может быть, несколько изменились, но изменились они несущественно. Второе, что я тогда предлагал, это провести переаттестацию среди сотрудников, не попавших под сокращение, с упором на знание прав человека, уважение к ним, к демократии, а также ее ценностям, и прохождением каждым кандидатом тщательной проверки на предмет склонности к насилию с помощью высококвалифицированных психологов. Обеспечить такой уровень прозрачности процедуры прохождения переаттестации для общества, при которой станут невозможными разного рода закулисные договоренности заинтересованных лиц, в том числе и прежде всего взяточничество. Третье, что я предлагал, это разбить полицию на две структуры. Федеральную полицию, федерального подчинения, и территориальную, милицию, местного подчинения, с введением выборного принципа назначения на должность начальников областных, муниципальных, районных ОВД из числа гражданских лиц и, соответственно, с новым принципом разграничения полномочий и обязанностей между двумя видами полиции. Четвертое, что я предлагал, это ввести уголовную ответственность для сотрудников полиции за дачу ложных показаний в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Как в США. Пятое, что я предлагал, это отменить действие 128 статьи УК РФ за клевету в отношении сотрудников полиции, так как данная статья выступает дополнительным сдерживающим фактором для обжалования неправомерных действий российских полицейских рядовыми гражданами. Служебные проверки для сотрудников полиции должны быть рядовым нормальным явлением, а любая жалоба любого гражданина России должна быть объективно рассмотрена соответствующими органами безо всякого давления на гражданина. Шестой пункт. Рассредоточить органы управления федеральной полицией в разных городах России с целью усложнения процесса их сращивания в единую монолитную силовую структуру. Седьмое. Отменить практику поручительства при приеме на работу одних сотрудников полиции за других, так как это есть не что иное, как круговая порука, и в российской реальной практике, как правило, преступная. Восьмое. Вывести из подчинения МВД структуру пресс-службы МВД с возможным переименованием структуры, сохранив при этом и увеличив все возможности ее информированности о практической деятельности МВД. Уволить из ее состава всех профессиональных полицейских, заменив на профессиональных журналистов, юристов, правозащитников, создать таким образом некую независимую и при этом обладающую реальными возможностями и полномочиями гражданскую службу при МВД, финансируемую за счет госбюджета и контролирующую деятельность полиции России. Определить основной задачей данной новой структуры – информирование общества о проблемных точках полиции России, в том числе с помощью постоянного, по возможности, видеоконтроля деятельности полицейских России, постоянная съемка работы отделения МВД
видеофиксация задержаний граждан России, их допросов после задержания. Освободить данную службу от подчинения какому-либо органу власти или должностному лицу, в том числе и президенту России. Но обязать при этом ежемесячно отчитываться о деятельности полиции России в обеих палатах российского парламента и в Общественной палате России. Обязать прокуратуру Российской Федерации проводить служебные расследования и проверки фактов незаконных действий сотрудников полиции, зафиксированных обновленной пресс-службой при МВД России. Руководителя данной службы избирать сроком не более чем на год из числа членов Общественной палаты России. Таким образом мы получим интегрированный в МВД, но при этом абсолютно независимый от него эффективный орган общественного контроля. 9. Ввести в структуру МВД должности госсекретарей и парламентских секретарей по образцу Германии, которые наряду с министром МВД должны будут осуществлять руководство МВД. Функция госсекретарей определить контроль за исполнением указаний министерства. Функция парламентских секретарей – выполнение политических задач министерства, обеспечение связи с парламентом. Парламентские секретари при этом обязательно должны быть членами парламента. 10. Отменить на практике так называемую систему +1, предполагающую планирование количественных показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или так называемую палочную систему, по которой работа сотрудника полиции оценивается по результатам выполнения им плана раскрываемости. И вообще перестать оценивать работу сотрудника полиции по среднестатистическим показателям, так как подобное стимулирование провоцирует сотрудников полиции на систематическое нарушение прав граждан и фабрикацию уголовных дел. 11. Новые кадры набирать по открытому конкурсу, из участия в котором исключить людей, уже имевших опыт работы в силовых структурах, как происходило в Грузии в ходе реформирования системы МВД. 12. Разрешить допрашивать и задерживать граждан только в секторе, попадающем под видеофиксацию. Все патрульные машины должны быть оборудованы видеотехникой, либо видеофиксацию должен производить находящийся рядом работник пресс-службы. 13. Строительство новых зданий ОВД, УВД и других объектов МВД желательно по возможности осуществлять из прозрачных материалов. Подобное практикуется в Грузии, чтобы происходящее в их стенах было в буквальном смысле прозрачным для общества. 14. Осуществить реализацию реформы в несколько этапов с параллельным созданием научно-исследовательской структуры, занимающейся исключительно курированием реализации реформы с возможностью и правом модернизирования тех или иных ее аспектов. Вот такой вот проект. Жду ваших откликов, ваших комментариев. Проект, безусловно, требует доработки. И если я увижу заинтересованность общества, то я обязательно его доработаю и предложу на ваш суд. Всем спасибо и всем удачи!